Всем привет, поняши! Вы на канале NLP Daisy Marchellis, и меня зовут Мила. Я рада приветствовать вас в своем новом ролике, и по вашим запросам я записываю разговорное видео, а тема для него будет очень актуальная и полезная для всех NLP-блогеров и NLP-коллекционеров. И она будет звучать как «Никогда не имеете дела с такими продавцами» или же «Типы плохих продавцов». Ну а сейчас небольшой дисклеймер. Я ни в коем случае никого не пытаюсь оскорбить. Скорее предостеречь и рассказать то, что действительно очень важно знать каждому человеку, который работает с почтой, пересылает деньги на другие банковские счета и в принципе заключает какие-либо сделки. Да, в данном ролике я буду опираться на свой жизненный опыт и опыт других коллекционеров, но это совершенно не значит то, что такая ситуация обязательно происходила с вами и я вас в чем-то виню. И также хочу сказать, что если данное видео наберет очень много просмотров, лайков, и вы меня попросите записать вторую, третью и так далее часть, то я с радостью это сделаю, потому что типов достаточно много, и конкретно в данном ролике будет всего лишь 7, но я найду для вас еще, поверьте. И также я бы хотела упомянуть в данном ролике целых 3 пользователей, которые угадали тему для данного видео в моем инстаграм. Это Дью, Fleur-de-Lis Official и NLP Sony Читан. Спасибо большое за то, что участвуете в моих опросах, и участвуйте все остальные тоже, потому что я буду рекламировать ваши аккаунты, и мы с вами подружимся. Ну а мы начинаем! И первый тип продавцов, с которыми ни в коем случае нельзя иметь дело, это продавцы, которые меняют свою цену в процессе сделки. У меня уже была такая ситуация, когда я только начала покупать пони на Авито и Юле, тогда девочка продавала Sweetie Swirl и Twilight. Так вот, Sweetie Swirl была старого года выпуска, но, естественно, из нас двоих сначала это знала только я. Мы сначала договорились на 50 рублей, потому что цена была в объявлении такая. Затем мы начали списываться с этим продавцом, когда уже мы обсуждали место встречи. Девушка начала писать то, что я привела пони в порядок, и теперь пони стоит 100 рублей. Я вообще согласилась, сказала, ну хорошо, мне ничего делать с ними, значит, не придется. Позже она пишет мне: слушайте, я узнала, что пони вот редкая, и поэтому пони стоит 100 рублей. И в итоге я уже начала говорить, но мы договорились с вами на 50. Почему сейчас я должна покупать пони в 2 раза дороже, если цена на вашем объявлении была 50 рублей? И я немножко позлилась, но согласилась. Все-таки 50 рублей за пони это мало, 100 рублей это уже нормально. В итоге, когда я уже прихожу на место встречи, мне пишет этот продавец: извините, пони стоит 150 рублей. Какого хрена? Если вы понимаете, что продавец постоянно меняет цену, да даже не предупреждая вас, меняет цену на объявлении, просто бросайте сделку, какой бы она ни была выгодной. Продавец не продаст вам пони за цену, которая была поставлена изначально. Следующий тип продавцов – это продавцы-дети. Очень часто обманывают или выносят все нервы. У меня такая ситуация была несколько раз, когда я продавала пони, и мне писали некоторые маленькие девочки, прося у них купить пони, спрашивая, какие пони мне нужны, давайте обменяемся. И в итоге, когда я уже говорила: нет, я не буду с вами меняться, они все равно продолжали мне писать и реально почти умоляли меня купить у них пони. И в принципе с продавцами детьми лучше правда не иметь дела. Очень много постов в продаже пони, которые содержат хэштег продавец NLP мошенник, и чаще всего там все-таки дети. Как минимум, дети не умеют работать ни с картой Сбербанка, ни с почтой, они все время советуются с родителями. А в итоге, когда понимают, что у них ничего не получается, начинают обманывать. Следующий тип продавцов – это продавцы, ставящие много условий и не идущие навстречу. Чаще всего это ленивые и безразличные люди. У меня была такая ситуация, но я не хочу говорить конкретно, какой продавец
проводил со мной такую сделку. Это человек, который сейчас вообще очень честный, но я не хочу называть данных людей мошенниками, просто это те люди, которые не сделают ничего для вас. Им важнее получить деньги, лишь бы было удобней. Часто такие люди не соглашаются даже толком приехать на соседнюю станцию метро. Тебе надо? Ну едь. Да, безусловно, существуют очень занятые люди, которым просто некогда продавать своих пони, ехать за ними куда-либо. Они просто поставили эти объявления и все. Но там даже элементарно, когда вы начнете разговаривать с ними по телефону, вы услышите, что голос взрослый, а не пятилетней девочки. Четвертый тип продавцов – это продавцы без отзывов. Категорически не общайтесь с такими людьми. Какой бы ни был честный цветочек, какой бы это ни был вот просто ангелочек, ни за что не нужно покупать у этих людей пони. Элементарно спросите меня, как же они тогда наберут отзывов? Да очень просто. Пусть у них кто-нибудь в реальной жизни купит пони и на Юле или на Авито напишут отзыв, что реально встретился с человеком, действительно он мне ее отдал. Мошенник даже не закончит сделку, он не придет и не продаст вам эту пони. У меня такой ситуации, к счастью, не было, но было очень много ситуаций у моих коллег, которые покупали пони у таких людей. Безусловно, есть исключения, есть люди, которые действительно начинают честно и продолжают честно, но, опять-таки, не рискуйте, потому что некоторые люди попадают на очень большие деньги. Пятый тип – это продавцы, которые сначала выпрашивают деньги или не обсуждают ничего, кроме способа оплаты. Было пару раз такое с моими знакомыми, да и толком это очень часто случается в продаже пони под хэштегом. Дети, зачастую маленькие, или девушки, которые уже, судя по всему, в этом мошенничестве шарят, они обсуждают лишь способ оплаты. Допустим, вы пишете «Здравствуйте», она отвечает вам «Здравствуйте», вы говорите, что хотите купить вот такую-то пони, и все. И продавец сразу же говорит «Перекидывайте деньги сюда». То есть он даже не спрашивает, живете ли вы в этом городе, а вам нужна почта, а не нужны ли вам другие пони, а точно ли вы вообще не будете торговаться. То есть продавцу реально нужны только ваши деньги. И очень неопытные коллекционеры на это попадаются, как бы это печально ни звучало. Если вы скажете, некогда человеку общаться, если он выставил объявление, ему, значит, есть с кем пообщаться, он как минимум с покупателем должен поговорить. Предпоследний тип продавцов – это продавцы, отвечающие очень сухо, игнорирующие вопросы или просьбы, очень часто невежливые. Чаще всего это девочки, маленькие девочки, которые собираются обманывать вас и не присылающие по вашим просьбам ни сигны, ни фотографии, ни отзывы. То есть, к примеру, вы спрашиваете, я хочу купить эту пони, пожалуйста, скажите мне способ оплаты и скиньте дополнительные фотографии. В итоге из всего этого вы получаете только номер ее карты. То есть сразу понятно, что у человека нет ни отзывов, ни даже вот этой пони, возможно, нету. Одно из самых главных качеств хорошего, проверенного продавца – это вежливость и уход навстречу. А последний тип продавцов я назвала продавцы с размытием. Что это значит? Это значит то, что чаще всего продавцы-мошенники, еще бывают дети, которые присылают плохие фотографии пони. То есть, к примеру, вы просите дополнительные фотографии какой-нибудь пони, а вам приходит пони просто вот на замыленном каком-нибудь фоне, или сама вся вот с размытыми глазами, или же когда сообщения очень часто обрываются, то есть вы там, не знаю, общаетесь, к примеру, по телефону, спрашиваете что-то, человек отвечает там да, но элементарно очень ненадежно покупать пони через вот такие фотографии, потому что такие фотографии могут скрывать брак глаз, кьюти-марки, запутанность гривы, какие-либо отметины на теле пони. То есть чаще всего это девочки, которые толком даже фотографировать ничего не могут. И как маленький бонус хочу сказать, что еще ни в коем случае не доверяйте продавцам, которые делают в кавычках сигны,
просто в редакторе во ВКонтакте, подписывая на фотографии имя. То есть, ну, там сразу понятно, что у человека ни пони нет, ни фотографий нет. Ну что же, поняши, на этом было все. Конечно, это далеко не все типы продавцов-мошенников и людей, с которыми точно не надо никакие делки заводить. Я желаю вам быть очень осторожными. Если вы сталкиваетесь с воровством или обманом, то обязательно пишите в продажу пони под хэштегом «Продавец МЛП мошенник» или же «Продавец-покупатель мошенник». Ну а я вас очень сильно люблю и всем пока-пока!